Какая красота! Сегодня открылась Акута. Завтра днем покажу поближе, подетальнее. Очень красивая. Цветочный аромат. Утро чудесное, девочки, мальчики. Хочу показать вам цветение, которое очень быстро сворачивается. Это красавица Хоя фувоенсис. Она, конечно, цветет, но прячет свои корзинки. Но посмотрите, когда вы вот так делаете. Вау, чудеса! Посмотрите, какая прелесть. Девочки любят попить. Вот она у меня... Ой, а смотрите, здесь еще две корзины, которые еще не раскрылись. Здорово, да? Смотрите, она у меня мокро сидит. И вот так корни, и там вода. И тогда она балдеет. Ну, конечно, все в мир. Ой, там еще один цветонос. Там еще один цветонос. Как вам его показать? И как мне посмотреть? Вот он. Ёлки. Надо разворачивать. Я на него тоже хочу посмотреть. Ой, гляньте. Он отцвел, что ли? Ребята, он отцвел. Но когда отцветает вот так. На третий где-то день. А вот так, когда зацветает. А? Что скажете? Фувоенсис. Мне очень нравится она. Посмотрите на эту прелесть. Это просто роскошь. Не пахнет. Раздражать не будет. Классная Хоя. Приобретайте череночки. Это из каудата подобных. И смотрите, как она делает длинные цветоносы. И как она любит цвести. Это просто невероятно. Просто невероятно. Лист такой плотный. Шершавый такой, знаете. Запасла влаги, запасла. Ну, надеюсь, что я ее не перелила. Но вот так поливать можно только тогда, когда идет активный рост, хорошее освещение и тепло. Так я не поливаю во время заморозков. Вау. Красотка, да? Супер, девочки. Всем хорошего дня. Ой-ой-ой-ой, я не успела на цветение Финлейсони. Бутоны закрыты. Но есть еще одна корзинка. И здесь только начинается. Все начинается. Да, похожие цветочки. Слушайте, лист берет в объектив и не желает снимать цветы. Листик у нее вырви глаз, салатовый. В общем, похоже на калистофилу. Так что у кого нет калистофилы, можно приобрести Финлейсони. И, кстати, аромат очень приятный у Финлейсони. И у калистофилы тоже. Но вот видите, вот все. Конвертики закрылись. Еще не сыпется. Не, уже сыпется. Уже можно снимать, потому что будет много сора. Но вообще, конечно, красотулечка. Красотулечка ароматная. Очень ароматная девочка. Финлейсони вообще. Красотуля. Да что ж такое? Что ж ты не хочешь брать в объектив? Так, и я здесь не успела на эту корзинку, успела только на вторую. И я вам скажу, что где-то я видела там еще одну корзину, мне кажется. Нет? Или мне... А, вот, вот. Зонтик еще один. Я вечно называю корзина, а зонтик. Вот он еще зеленый. Так,
Здесь, конечно же, обывата варигата опять наращивает свои бутоны. Бесконечно, бесконечно, бесконечно. Вау, вау, вау. Так, и я боюсь еще сюда не успеть. По-моему, позавчера вечером открылась эта красота. Акута вариегата. Ну, уже, наверное, начинает закрываться, видите? Такой прям шарик, мячик. Цветочный мячик. Но у нее еще я вам показывала, есть еще парочка зонтиков. Вот один и вот второй. Они еще не раскрылись. И на жаль, показать прям сразу 3 вместе цветения, наверное, вряд ли. Потому что пока откроются вот эти бутоны, эта корзинка осыпется. Тоже вкусно ароматит, но она цветочный у нее запах такой. Цветочный аромат. Здесь больше специи. Такие восточные специи. Я даже не знаю, мне кажется, вот у меня аромат здесь, на этой корзинке, как-то мне вот приятнее. Я люблю цитрусы, специи. Ну, цветочные тоже прикольные нотки. Но они совершенно другие. Совершенно. Такие нежные. Смотрите, какие цветочки у нее. Мне нравится акута именно вариегата, потому что в ней все хорошо. И вариегатность. Есть и зеленые листики иногда. Ну, пускай будут. Где-то меньше вариегатности, где-то больше. Но вот она любит поцвести. Смотрите, какой она мне дала усик. Такая молодец. Так, Клеменсиорум Индонезия цвел, но у него новый ус и новая корзинка. Так что вот здесь, видите, все сбросил. Вот я думала, что это какая-то... Вот что-то он выделяет на цветоносе. Видите, вот здесь и вот здесь. Я не знаю, что это. Какое-то... Кто-то знает, расскажите. Что это за образование такое на клеменсиоруме? Мне прям даже интересно, что оно такое. Надо у искусственного интеллекта спросить. Так, кто тут у меня еще собирается цвести? Ну, как всегда, каудаты собираются цвести. Кстати, Калистофила калимантан вон спрятала корзинку у себя там под листиком. Но еще не цветет, еще только набирает бутончики. Этот цветонос уже осыпался. Тоже вкусно пах. И скажу я вам, я жду от ундулаты какой-то привет цветочный. Но она меня услышала и опять вновь у нее бутончики. Вот они. Видите? Красота. В общем, все цветут и пахнут. Даже сейчас днем, казалось бы, полдень, уже потихонечку появляется аромат. Посмотрите, какие вишенки. Отгадайте, кто это собирается цвести. Отгадайте. Правильно. Это ротундифлора. Вот такая молодец. Ну, как-то она долго формирует свое цветение. Это у нее первое цветение. Обратите внимание на ее строение цветоноса. Видите, какой длинный цветонос, а потом зонтик, такие бутончики. Скоро начнут уже открываться. Где второй? А где второй? А вот второй. Вот так это выглядит. Прикольно. Ребята, я не понимаю, когда это произошло. Меня сегодня целый день не было. С утра я не глянула. А здесь уже вот такая красота. Видите? Какая красота.
она открыла сразу 2 цветоноса. Это Хоя ратундифлора. И вот так она здесь у меня цветет. Невероятно красиво. И кто-то уже приземлился на ее аромат. Я пока его не чувствую, но это очень симпатичная корзинка. Видите? Да, интересно. Такая няшная. Прям вау. И они открылись одновременно. Красота. Сейчас буду слушать аромат, если он есть. Аромат сравнивают с легким ароматом мяты, но я бы не сказала. Огуречные нотки, возможно, но еще сравнивают аромат этой хои, он не очень такой навязчивый, с запахом средств для полоскания полости рта. Ну, возможно, что-то в этом есть. Такой интересный, ненавязчивый запах. Вот она начала мне что-то желтеть один усик. Не знаю, чего такое. Красотка. Друзья мои, вот так и бывает. Уже несколько лет выращиваю хою. Подарили мне череночек с каким-то заказиком, но не подписали. Что-то мы там с вами определяли по листикам. Подписала я, что это Хоя Фичи. Не знаю. И вот, наконец-то, она выдала цветонос. И вот сегодня цветонос открыл свои бутоны. И это никакая не Фичи. Это, как сказал искусственный интеллект, посмотрев на это цветение, это Хоя вертицеллата. Вот это сюрприз. Не прошло и 2 лет. А может быть, ну да, что-то около того. Около 2 лет прошло. Вот она уже такая не маленькая дамочка. И я все не могла понять, что это за Хоя, что это за Хоя. И уже не помню, от кого именно она пришла, чтобы спросить. И это вертицеллата. Пахнет она таким, знаете, свойственным для хой распространенным ароматом. Не слышу я там каких-то прям специй, лимончиков, как я люблю. Но она прикольная. Вот такая у нее интересная корзинка, симпатичная. Ну, вы представляете, после всего вертицеллата. А я смотрю на цветение Хои Фичи и не могу понять, оно немножко другое, ну, оно как бы совсем другое, в другой цветовой гамме. И все пишут, что вау, у Фичи аромат клевый, лимончиком. Я пытаюсь прочитать этот аромат, а он у меня не читается, как цитрусовый. Думаю, да что ж такое? Потом думаю, дай-ка я посмотрю повнимательнее, попрошу помощи у искусственного интеллекта. И вот он мне и говорит, что это Хоя совершенно не та, о которой я думаю. Это Хоя вертицеллата. Так что, друзья мои, вот такие вот бывают интересные моменты в увлечении Хоями. Вы скажете, Аня, ну мы тоже так смотрели и видели, что совершенно это никакая не Фичи. Но мне написали, что это вообще Рангсан. Девочки, конечно же, не Рангсан. Конечно же, не Рангсан.